В учении Георгия Гурджиева зажимы или буферы рассматриваются как физические и психологические ограничения, блокирующие развитие человека, который находится в состоянии сна и не осознает своих действий. Освобождение от них достигается через осознанное наблюдение за дыханием, телом и эмоциями, не отождествление, что позволяет снять мышечные зажимы и перейти к реальному осознаванию себя. «Нередко вы мыслите очень наивно», — сказал Гурджиев. «Вы думаете, что уже можете что-то делать. Избавиться от этого убеждения труднее всего. Вы не понимаете всей сложности своей организации, не постигаете, что всякое усилие в направлении к желаемым результатам, даже если оно и дает их, приносит тысячи неожиданных результатов. И забываете главное, что с самого начала работаете вовсе не с прекрасной, чистой и новой машиной. За вами стоят долгие годы неправильной и безрассудной жизни, потворство всевозможным слабостям, безразличие к собственным ошибкам, стремление закрыть глаза на неприятные истины, постоянные лжи самим себе, самооправдание, порицание других и так далее и тому подобное. Все это не может не подействовать на машину. Машина стала грязной, местами заржавела, кое-где в ней появились искусственные приспособления, необходимые из-за ее неправильной работы. И эти искусственные приспособления будут теперь сильно мешать вашим благим намерениям. Они называются буферами. Термин «буфер» требует специального объяснения. Известно, что такое буфер на железнодорожных вагонах. Это особое устройство, которое ослабляет толчки, когда вагоны или платформы ударяются друг о друга. Если бы не было буферов, толчок одного вагона был бы очень неприятен и опасен для другого. Буферы смягчают последствия этих толчков, делают их незаметными и неощутимыми. Точно такие же приспособления есть и в человеке. Они создаются не природой, а самим человеком, хотя и не намеренно. Причина их появления – наличие внутри человека многих противоречий в мнениях, чувствах, симпатиях, словах и поступках. Если бы в течение своей жизни человеку приходилось ощущать все свои внутренние противоречия, он не мог бы жить и действовать так спокойно, как сейчас. У него возникали бы постоянные трения, он ощущал бы постоянное беспокойство. Мы не в состоянии видеть, как противоречивы и враждебны друг другу различные «я» нашей личности. Если бы человек почувствовал все эти противоречия и осознал бы, что он такое на самом деле, он почувствовал бы, что сходит с ума. Не всякому приятно воспринимать себя безумным. К тому же мысль об этом лишает человека веры в себя, ослабляет его энергию, лишает самоуважения. Так или иначе, он должен овладеть своими мыслями или изгнать их. Ему необходимо или уничтожить противоречия, или перестать видеть и чувствовать их. Уничтожить противоречия человек не в силах, но если в нем созданы буферы, он перестает чувствовать эти противоречия и не ощущает ударов от столкновений противоречивых взглядов, противоречивых эмоций, противоречивых слов. Буферы создаются медленно и постепенно. Многие буферы возникают искусственно, благодаря воспитанию, другие под гипнотическим воздействием окружающей жизни. Человек окружен людьми, которые живут, думают и чувствуют посредством буферов. Подражая им, их мнениям, действиям и словам, человек невольно создает в себе сходные буферы, которые делают его жизнь более легкой. Без них жить было бы очень трудно. Но буферы удерживают человека от возможности внутреннего развития, ибо созданы как раз для того, чтобы уменьшать толчки, но ведь именно толчки способны вывести человека из того состояния, в котором он пребывает, пробудить его. А буферы убаюкивают человека, погружают в сон, навевают приятные и мирные ощущения того, что все будет хорошо, что никаких противоречий нет, что он может мирно спать. Буферы – это такие приспособления, при помощи которых человек всегда может оставаться правым. Буферы помогают человеку не замечать своей совести. Термин «совесть» опять-таки нуждается в объяснении. В обыденной жизни понятие «совесть» воспринимается слишком упрощенно. Считается, что мы обладаем совестью. На самом деле совесть в сфере эмоций равнозначна сознанию в сфере интеллекта. И точно так же, как мы лишены сознания, у нас нет и совести. Сознание – это состояние, в котором человек сразу знает все, что он вообще знает, состояние, в котором он способен видеть, как мало он в действительности знает, как много противоречий в том, что он знает.
Совесть – это состояние, в котором человек сразу чувствует все, что он обычно чувствует или может чувствовать. И поскольку у каждого человека имеются тысячи противоречивых и разнообразных чувств, от глубоко скрытого понимания собственного ничтожества и всевозможных страхов до глупейших самообманов, самодовольства и самовосхваления, ощущать все это вместе не только болезненно, но и буквально невыносимо. Если бы человек, внутренний мир которого целиком составлен из противоречий, внезапно ощутил бы все эти противоречия одновременно, если бы он внезапно почувствовал, что любит все, что ненавидит, и ненавидит все, что любит, что он лжет, когда говорит правду, и говорит правду, когда лжет, если бы он мог ощутить всей стыд и ужас своего существования, это было бы и тем состоянием, которое называют совестью. Человек не может жить в этом состоянии. Он вынужден или уничтожить противоречия, или разрушить совесть. Но разрушить совесть человек не может, зато может усыпить ее, отделить непреодолимыми преградами одно самоощущение от другого и не видеть их вместе, не чувствовать их несовместимости, не замечать абсурдности их сосуществования. Но, к счастью для человека, вернее для его спокойствия и сна, состояние совести бывает очень редко. С раннего детства в нем начинают расти и укрепляться буферы, лишая его возможности видеть свои внутренние противоречия, поэтому внезапное пробуждение ему не угрожает. Пробуждение возможно только у тех, кто ищет и желает его, у тех, кто готов ради его достижения бороться с собой, работать над собой долго и упорно с большой настойчивостью. Для этого необходимо разрушить буферы, то есть пойти навстречу внутренним страданиям, связанным с ощущением противоречий. Кроме того, разрушение буферов само по себе требует очень долгой работы, и человек должен согласиться на такую работу, понимая, что ее результатами будут всевозможные неудобства и страдания от пробуждения совести. Но сознание — это то пламя, которое одно только и способно расплавить все порошкообразные металлы в стеклянной реторте, упомянутой выше, и создать единство, которого человеку недостает в том состоянии, когда он начал изучать себя. Понятие совести не имеет ничего общего с понятием морали. Совесть — общее и постоянное явление. Совесть одна и та же у всех людей. Она возможна лишь при отсутствии буферов. С точки зрения понимания разных категорий человека, можно сказать, что существует совесть человека, свободного от противоречий. Эта совесть не является страданием. Наоборот, это радость совершенно нового характера, которую мы не способны понять. Однако для человека, в котором существуют тысячи различных «я», даже мгновенное пробуждение совести неизбежно связано со страданием. И если моменты совести становятся более длинными, если человек не страшится их, а наоборот сотрудничает с ними, стремится удержать их и сделать более длительными, в эти моменты постепенно проникает особый элемент очень тонкой радости, предвкушения будущего ясного сознания. А в понятии морали нет ничего общего. Мораль состоит из буферов, общей морали нет. То, что морально в Китае, аморально в Европе. То, что морально в Европе, аморально в Китае. То, что морально в Петербурге, аморально на Кавказе. А то, что морально на Кавказе, аморально в Петербурге. Моральное везде и всюду представляет собой искусственное явление. Она состоит из разных табу, то есть запретов, из всевозможных требований, иногда разумных в своих основаниях, а иногда утративших всякий смысл или никогда не имевших, требований, возникших на неверных основаниях, на почве суеверий и ложных страхов. Мораль состоит из буферов, но буферы бывают разных видов, поскольку условия жизни в разных кранах, в разные эпохи и среди разных классов общества значительно отличаются друг от друга, и поэтому созданные ими виды морали также не похожи друг на друга. Они противоречивы, не существует общей для всех морали. Невозможно сказать, что в Европе, например, существует какая-то общая идея морали. Иногда говорят, что общая идея европейской морали – это христианская мораль. Но, во-первых, идея этой христианской морали допускает самые разнообразные интерпретации, и этой христианской моралью оправдывались многочисленные преступления. Во-вторых, современная Европа имеет мало общего с христианской моралью, как бы эту мораль ни понимали. Во всяком случае, христианская мораль привела Европу к той войне, которая продолжается и сейчас, так что лучше было бы держаться от этой морали подальше. «Многие люди говорят, что им непонятна моральная сторона вашего учения», — сказал один из нас, «а другие говорят, что в вашем учении вообще нет морали». Конечно, нет. Люди так любят говорить о морали, но мораль — это всего-навсего самовнушение. Человеку необходима совесть.
Мы не учим морали, мы учим, как найти совесть. Людям непонятно, когда мы говорим это. Они заявляют, что у нас нет любви просто потому, что мы не поощряем слабость и лицемерие, а наоборот, срываем все маски. Тот, кто желает истины, не станет говорить о любви или морали, или о христианстве, тем, что знает, насколько мы от них далеки. Христианское учение существует для христиан, а христиане – это люди, которые живут по заповедям Христа, то есть делают все так, как учил Христос. Способны ли те, кто говорит о любви и морали, жить по заповедям Христа? Конечно, нет. Но разговоры подобного рода будут вестись всегда, ибо всегда найдутся люди, для которых слова дороже всего. Но это верный знак. Тот, кто так разглагольствует, пустой человек, не стоит тратить на него время. Мораль и совесть – совершенно разные вещи. Одна совесть никогда не может противоречить другой морали, зато одна мораль очень легко вступает в противоречие или полностью ее отрицает. Человек с буферами может быть очень моральным, а сами буферы могут оказаться разными, так что два очень моральных человека могут считать друг друга глубоко аморальными. Как правило, это почти неизбежно. Чем моральнее человек, тем аморальнее считает он других. Идея морали связана с идеей хорошего и плохого поведения, но идея добра и зла у разных людей различна. У человека номер 1, 2 и 3